Корейцы вернули в Россию надежный внедорожник, рама, чугунный мотор, автомат Айсин и 5 лет гарантии. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить ваш царский лайк. За это в конце с меня не смешной анекдот. Также переходите в наш телеграм-канал. Рамный внедорожник, впервые появившийся на российском рынке в 2003 году, тогда сразу привлек внимание сочетанием агрегатов от Мерседеса, высоким уровнем комфорта и доступной ценой. Однако к 2016 году интерес к модели угас, а ее модернизированная версия образца 2017 года до России так и не доехала. Теперь же Rexton возвращается, но уже под брендом KGM, преемник SsangYong, и позиционирует себя как серьезный претендент на место среди настоящих внедорожников. Вопрос лишь в том, способен ли он составить конкуренцию признанному Toyota Land Cruiser Prado и новым китайским игрокам вроде Tang. Challenge everything. Rexton берет начало от модели SsangYong Musso, которую в 90-х даже собирали в России. Ее первое поколение, появившееся в 2001 году, создавалось с участием студии Ital Design и комплектовалось немецкими агрегатами. Это был один из редких южнокорейских внедорожников, способных бросить вызов японским. В 2012 году модель модернизировали, добавив более современное оснащение, но кризис внутри компании не дал выйти на глобальный уровень. К 2017 году был готов новый Rexton с полностью проработанной рамой, новым дизайном и турбомоторами, но в Россию он так и не попал из-за финансовых трудностей бренда. Сейчас KGM возвращается с актуальной версией Rexton образца этого года, и это уже самостоятельный проект, не живущий в тени Мерседеса. Автомобиль выполнен по классической схеме: массивная решетка радиатора, двухъярусная оптика, высокий клиренс и угловатый кузов сразу выдает внедорожный характер. В отличие от тяжеловесных китайцев вроде Tang 500, корейская модель выглядит более сдержанно и даже отчасти консервативно, напоминая японские автомобили начала 2010-х. По габаритам Rexton крупнее большинства соперников. Длина 4 метра 85 сантиметров, ширина около 2 метров. По сравнению с Prado 4 метра 82 сантиметра, он визуально кажется чуть массивнее, но дизайн сбалансирован и не перегружен. Хромированная перемычка между задними фонарями и крупные 20-дюймовые диски добавляют машине премиальности, но при этом остается ощущение практичности. Под кузовом полноразмерная запаска, на порогах массивные подножки, а под днищем серьезная защита. Внутри Rexton ощущается простор и добротность. Хоть габариты позволяют разместить третий ряд сидений, производитель сознательно ограничился 5 местами, сделав ставку на комфорт пассажиров. Особенно просторен второй ряд, место для ног с избытком, а багажник при сложенных сиденьях второго ряда увеличивается до внушительных 1977 литров. Интерьер современный, но без излишеств. Два 12-дюймовых дисплея, один для приборной панели, другой для мультимедиа, сенсорный блок управления климатом, а также кнопки для базовых функций. В отделке использована качественная кожа, есть металлические вставки, а кресло радует эргономикой, вентиляцией и памятью. Это не роскошь в стиле Мерседеса, но и далеко не бюджет. Оснащение включает подогревы сидений, включая второй ряд, и руля, круговой обзор, электропривод двери багажника и адаптивный круиз-контроль. Интерфейс полностью русифицирован. Доступны Apple CarPlay и Android Auto. Под капотом бензиновый турбомотор объемом 2 литра, 225 лошадиных сил, 350 ньютон-метров, работающий с шестиступенчатым автоматом Aisin. Этот двигатель уже зарекомендовал себя как надежный. Чугунный блок цилиндров,
цепной привод ГРМ, гидрокомпенсаторы и система Dual VVT. Все это обещает долгий срок службы при правильной эксплуатации до 250 тысяч километров. Однако есть нюансы. Из-за форсировки требуется контроль за температурой, желательно не превышать 85 градусов, и использование качественного бензина АИ-95. Продольное расположение двигателя вызывает неравномерный нагрев цилиндров. Это типичная особенность такой схемы. Привод классический part-time система с жестким подключением передней оси и понижающей передачей. Подвеска спереди независимая, двойные рычаги, сзади неразрезной мост. Конструкция проверенная временем, без инноваций, но надежная. Ресурс ходовой заявлен на уровне 120 тысяч километров до первых серьезных ремонтов. В условиях города и умеренного бездорожья этого достаточно, но для серьезных оффроуд приключений лучше поискать что-то иное. Rexton больше про надежность и практичность, чем про экстрим. Производитель делает акцент на длительной гарантии 5 лет или 100 тысяч километров, что само по себе достойно внимания. Однако в условиях есть ограничения. Карданные валы и шрусы только 1 год или 30 тысяч километров. Стекло и катализатор до полугода. Навигация максимум 2 года. Несмотря на это, в сравнении с конкурентами, предложение остается выгодным. Например, Haval дает те же 5 лет, но только на кузов и мотор, а у Tank 500 гарантия всего 3 года. Проблема в том, что у KGM пока нет полноценной сервисной сети, и остается открытым вопрос, как производитель будет обслуживать клиентов без развитой инфраструктуры. Среди ближайших соперников можно выделить несколько моделей. Tank 500 мощнее, под капотом 299 лошадиных сил, 9-ступенчатый автомат и более продвинутая система полного привода, но качество и надежность китайских моторов пока не доказаны, тогда как корейский агрегат и автомат Aisin проверены годами. В плюсе у Tank динамика и оснащение, в плюсе у Rexton надежность и прогнозируемость. Kia Mahav в сравнении имеет дизельный 3-литровый двигатель на 249 лошадиных сил с 8-ступенчатым автоматом, но официально в России он не продается, а серые дилеры просят за него более 7,5 миллионов рублей. Rexton стоит дешевле, но уступает в мощности. Однако наличие официальной гарантии – весомый плюс в пользу KGM. Сравнение с Toyota Prado выглядит скорее как маркетинговый прием. Новый Prado с гибридной установкой стоит от 10 миллионов, вдвое дороже, а даже поддержанные версии прошлого поколения от 7 миллионов. У Rexton больше шансов завоевать интерес тех, кто устал платить за легенду и готов попробовать новое. Эта модель ориентирована на покупателей, которым нужен большой рамный внедорожник без лишнего пафоса, но с надежной техникой и официальной поддержкой. Она подойдет бывшим владельцам Kia Mahav, скептикам в отношении китайских машин и тем, кто не хочет связываться с серым импортом. Среди ее преимуществ надежная механика, 5-летняя гарантия и просторный салон. Среди минусов высокая цена по меркам китайских конкурентов, слабая узнаваемость бренда KGM и пока не развитая сервисная сеть. Если компания сумеет наладить обслуживание, начнет локализацию и спустит цены, шансы на успех есть. В противном случае история может повториться, как и с первым Rexton, исчезнувшим с рынка в 2016 году. Как думаете, сможет ли новая версия Rexton закрепиться в России или опять уйдет в тень? Ну и обещанная мною шутка. Почему параноик всегда выглядит хорошо? За ним есть кому следить. А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в нашем телеграм-канале, ссылка в описании.